Приветствую, друзья! Компания SimGod продолжает нас радовать все более и более интересными решениями на планарных, динамических и пьезоэлектрических драйверах. EA500LM и EV300 стали настоящим прорывом в своей ценовой категории. Сегодня же нас ждет новый виток их развития – наушники ET142, базирующиеся на относительно большом планарном излучателе и старой доброй пьезоэлектрической керамики. Изюминкой же данной модели стала система из 4 пар сменных фильтров, кардинальным образом влияющих как на настройку, так и непосредственно на их звучание. О них сегодня и говорим. Поехали! Приходит модель в интересно оформленной коробке с изображением ее в разборе и списком из технических характеристик. В комплекте шла инструкция, плотный бокс, запасные колечки на фильтры, пористый материал в них, сами фильтры и 3 набора очень простых силиконовых амбушюр. Вместо них я, как обычно, использовал КБ-07. Кабель на вид солидный, тяжелый, толстый, витой, с системой из сменных штекеров и с сопротивлением на общем канале в 0,06 Ом, а на левом и правом каналах по 0,17 Ом. Это классический уже прием, так что все нормально. Чашечки тоже тяжеленькие, полностью из металла, средние по габаритам, со сменным звуководом, 2 отверстиями для компенсации и фирменным логотипом с винтом на внешней части. Смотрится это приятно, сидят они удобно, да и тактильно все в полном порядке. Вот так, друзья, это и выглядит. Все измерения я снимал на коротких фильтрах с красным уплотнителем, поскольку лишь они дают наиболее интересное и полноценное в аудиальном смысле звучание. Золотые и сделанные из титана уж слишком поднимают нам область разборчивости. Да и короткие, которые с черными кольцами, на 2 дБ ярче выбранных мною в качестве базы. По импульсу у нас стандартное, как по учебнику, значение, легкое расхождение между каналами и искажение в пике, достигающее 1%, что ровно укладывается в норму. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть на своих экранах. На АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 12 дБ, в меру пологий переход на середину, логичное точно по Харману выделение области разборчивости, акцент на имитации ушной раковины, заметный пик на псевдодетализации и комфортные, весьма протяженные высокие частоты. Как видите, это очень похоже на флагманский Yangin Moonlight, T-Audio Oracle MK3 2024 года или Shure Mystic 8. Причем это даже лучше, чем было в хитовых SimGod EV300, что, на мой взгляд, абсолютный успех. На слух, если честно, я бы никогда не узнал в ET142 планарный излучатель даже в совокупности с пьезоэлектрическим. Звучат они тепло, насыщенно, довольно-таки объемно и просто невероятно выразительно, что их роднит скорее с динамическим или фирменным арматурным характером. Чисто планарное решение на примере, скажем, 7 Гц Timeless 2 гораздо суше, тембрально тоньше, а по сцене
абсолютно плоская. Да, Timeless 2 куда более прозрачные и текстурные, однако по уровню проработки и непосредственно динамики разницы с героями обзора я в них почти не наблюдаю. Столь же прекрасное разрешение, превосходные атаки, артикуляция и позиционирование инструментов в пространстве. Причем у нас есть глубина и тембральный объем, а сцена обладает свойственной ей шириной и глубиной. Не рекорд, конечно, но на фоне Timeless 2 это просто фантастика. Титановые насадки заметно так усиливают выразительность, а с ней мелодическую составляющую и степень погружения в материал. Однако они же оттеняют всю нижнюю часть диапазона. Золотые делают звук куда суше и нейтральнее, а короткие с черными колечками чуть-чуть выкручивают яркость, дабы компенсировать ей низкие частоты. Конечно, с подъемом выразительности намного лучше ощущается драйв и разрешение, и это, естественно, очень эффектно. Но наиболее сбалансированной и ровной я все равно считаю подачу коротких насадок с красным уплотнителем. Пусть они и слегка скрадывают разрешение, делая характер более сбитым с уклоном в макрочасть. Звучание на фоне тех же Timeless 2 у нас не такое строгое, зато более живое, объемное и в акустическом смысле наполненное. Бас заходит довольно-таки глубоко, он упругий, мясистый и в меру объемный. Есть даже ощущение работы сабвуфера. Серединка столь же сочная, эмоциональная, при этом очень подробная и выразительная. Она, естественно, не такая сладкая и забористая, как у Тенгзунеза, но где-то близко к тому. Лишь слегка здесь улавливается мониторная сдержанность и свойственная любому планарному драйверу утонченность. Да, ET-142 созданы скорее не для созерцания изысканности текстур. Они веселые, драйвовые и по аналоговому жирненькие. Верха не ярчат, не поднимают из записи грязи и не подсвечивают всякие сибилитивные призвуки. Они чуть суше и строже, но лишь на капельку, грамотно дополняя и интересно так облагораживая звук перкуссией и всевозможными резонансами. Из замечаний отмечу лишь то, что более дорогим моделям наушников Симгот ET-142 не является конкурентом, поскольку не дают того уровня подробности, изысканности и ясности в передаче образов. Какие бы фильтры, друзья, вы при этом не устанавливали. К усилению они, как и любые другие планарные наушники, довольно-таки чувствительны. Так что позаботьтесь хотя бы о 200 мВт мощности на 32 Ома нагрузки. Относительно же их стилистики модель прекрасно подойдет для рока, разнообразной электронной музыки, всего танцевального и живого, вокально ориентированного, кое-чего из джаза, симфонической и даже некоторой академической музыки. Поет Симгот и правда энергично, очень эмоционально, частотно сбалансировано и супер увлекательно. Ну а в совокупности с довольно глубоким басом это, друзья, просто экстаз. Итогом наушники Симгот ET-142 приятно выглядят, удобно сидят с просто потрясающим кабелем в комплекте, целой россыпью реально влияющих на звук сменных фильтров, почти отсутствующими искажениями и возможностью получить идеально приближенное ЧХ кривой Хармана. Хотите, сделайте звук поярче, тем самым сбалансировав бас. А хотите, вообще уведите его в нейтральность или полный отрыв. Тут все зависит только от вас и ваших предпочтений. Сам я остановился на фильтрах с красным уплотнителем, где получил превосходный масштаб, чуть подчеркнутый глубокий бас, прекрасную выразительность, насыщенность, мелодику и вовлечение в материал.
Да, образы получились большими и сбитыми, зато все гармонично, естественно, и что совсем уж не похоже на планарный излучатель, весомо. Даже сцена у них гораздо глубже, чем у всех известных 7 Гц Timeless 2. Поворчать могу лишь на отсутствие прозрачности, но она тут толком и не нужна. ET-142 – это живой, сочный, местами даже жирный звук с уклоном на экспрессию и драйв. А на этом, друзья, у меня все. Это была модель SIMGOT ET-142. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые нужно подписаться. Всем, друзья, добра!